Доброе утро. Вот Uber, водитель Uber привез меня сюда на начало моей, так сказать, прогулки по горам. Смотрите, какой вид позади меня. И сегодня я отправляюсь на Пико Гранде, он называется. Весь поход в одну сторону должен у меня отнять где-то 4 часа и обратно. Поэтому идемте гулять. Вот видите этот пик? Вот мы сегодня должны туда дойти. Ну а вид здесь просто невероятный. Погода тоже. Ну что ж, я вышел. Пока что дорога легкая. Погода сегодня восхитительна. Вот и двигаемся на этот пик. Круто, когда ты видишь конечную цель. И как бы ближе приближаешься к ней. Будем гулять над облаками. Здесь птицы летают с невероятной скоростью, как будто их запустили стрелой из лука. Впервые заметил людей на маршруте. Также двигаются, скорее всего, на Пико Гранде. Я, кстати, капец как долго не мог вызвать такси на начало этого маршрута. Вызывал больше часа, хотя здесь работает приложение типа Uber. Но водители не хотят тут работать. То есть они кофеек попивают, гуляют, не спешат принимать заказ. Даже если он находится вблизи тебя, ему лень к тебе подъехать. Вроде бы и высвечивается, что доступен автомобиль, но потом пишет: водитель занят. Я больше часа клацал. Еле вызвал. Потому что из города подниматься прям постоянно пешком вот сюда прям, это добавило мне еще часа 3-4 ходу. То есть это надо было выходить еще до рассвета, чтобы полностью пешком от океана сюда дойти. И зачем просто так тратить силы на то, чтобы двигаться по городу, по дорогам. Я вон на такси за 10 минут до начала тропы доехал. И за 10 евро. Тем более здесь на острове много тоннелей, по которым можно ездить только на автомобиле. То есть ходить по ним нельзя. И часто маршрут, чтобы обойти эти тоннели, очень сложный. Через горы, вверх, вниз. И это отнимает очень много сил и времени. Поэтому пришлось ждать такси. Хотя проснулся я сегодня очень рано. Я как бы планировал сегодня прогулку. Проснулся я где-то в 8 и думал, уже до 9 я буду на маршруте. Но попал я сюда только в 11. Видите, несложная вообще тропинка здесь. Со ступенечками. Без проблем.
Все, мне стало жарко. Хотя мы на высоте 1500 метров и поднимаемся на высоту 1800 где-то. И здесь обычно гораздо прохладней. Но сегодня нет ни ветра, ни туч. Обходить как-то вот это все нужно ущелье, потом вот по тропинке и туда. То есть у нас сейчас приличный спуск в ущелье, а потом опять подъем. Либо же есть короткий путь. А, вот, я уже испугался, вот тропинка, и я увидел людей. Я думал, уже куда-то туда нужно спускаться. Люди в черном. Потому что иногда, да, на маршруте нужно спускаться в самое ущелье, потом опять подниматься, потому что другого пути пройти вообще не существует. Но здесь повезло больше. Смотрите, как тучи затягивают с одной стороны, но гора их не пропускает дальше. Облака формируются с этой стороны. Тропа очень удобная. Видите, вымощена камнями, ступеньками, поручнями. Все для туристов. Ничего опасного, ничего страшного. Я только что записал историю себе в Инстаграм о том, что людям, скорее всего, уже надоело у меня смотреть однотипный контент, где я гуляю по природе, по горам. Не знаю, мне очень нравится вот так вот гулять. Поэтому, ну, если вам не нравится, то вы просто можете не смотреть, а не писать мне, что вам надоело одно и то же, одно и то же. Я все время в разных местах. Я получаю просто уйму эмоций. И видеть глазами это не то же самое, что видеть на камере или в Инстаграме. Поверьте, даже самое такое вот невзрачное место, которое я вам показываю в Инстаграме, вживую, ну, это не передать словами, сколько может вызывать эмоций. А сегодня мне действительно очень пофартило с погодой. Угу. Не, ну посмотрите, какой красивый маршрут. И мега удобный. Конечно, это не сравнится с маршрутом на Пико Эриейру, или как-то так он называется. Там, наверное, ну, самые красивые виды и уникальные. Но
Этому можно поставить второе место. Кстати, Пико Арейру вот здесь, где, видите, круг. И вот там вот маршрут по этим всем хребтам. Там, конечно, нереальные виды. Но там мы уже были раз 20. Я знаю, что есть люди, которые вообще пофиг на природу. Они не любят природу, любят города и, не знаю, городскую жизнь больше. Ну, каждому свое, конечно. Здесь активно гудут пчелы или какие-то насекомые. Вот здесь, в этих желтых кустах. Чуть не промахнулся с развилкой и тропинками. Мне вроде бы вот сюда, а я прошел мимо. Ну все, вы нарвались на панорамки сегодня. Так, кажется, начинается подъем. Люди в черном меня обогнали, потому что я стою тут, снимаю, загружаю в интернет истории. Все, начался подъем. Это как раз перед вершиной. Люди в черном меня обгоняют. Из-за того, что я постоянно останавливаюсь, снимаю вертикально, горизонтально, на YouTube, в Instagram. Еще ловлю интернет, потому что мне нравится постить сразу же, а не потом когда-то. Но это то, что касается Инстаграма. Мне нравится сразу же с места событий постить. Там не обрабатывая ничего. Я просто сразу снимаю красиво. Вот так вот. Перед вершиной. Штурмуем Пико Гранде. Тут сочится скала, что делает эту тропу иногда скользкой. Сочно. Оползень тут был. Ну что, это уже вершина, нет? Позади меня все затянуло тучами, всю долину. Но мы двигаемся выше и выше. И нет конца края этому. Чем дальше, тем сложнее и сложнее подниматься. Последний участок перед пиком сложный. И нужно постоянно вверх. Видите, вот этот сосок. И постоянно вот так вот вверх. Так что это еще не конец. Но вот туда. Вот наша цель. Наш Пико Гранде.
Золотые облака в полуночной тишине. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-на-на, рисуешь мне золотые облака в полуночной тишине. Кажется, он уже совсем близко, но это только кажется. Ну же, хочется ухватиться и дотянуться уже. Уже кто-то, я вижу, на верхушке. Вот парень уже взобрался. Класс. Скоро и мы там будем. Тучи очень разной формы вокруг. Там круглые, здесь вот такие вот. Уже все поднялись, кроме меня, потому что я много останавливаюсь, чтобы снимать виды. И люди в черном уже наверху. Мне так нравятся эти хребты. Пару минут и я у цели. Вот он уже. Вот здесь вспомогательные канаты. Все, верхушка. Но здесь очень красиво, конечно. Вершина, конечно, того стоила. Отсюда открывается невероятный, конечно, вид на все стороны. И ландшафты здесь космические. Радуга.
Я вас удивлю, но в этот раз у меня даже с собой еда в лотке и бутылка воды. Все как у нормального человека. Хлеб, смотрите. А еще яйца вареные, помидор, яблоки и печенье. У меня прям тут сбалансировано все. Хлеб не первой свежести, но лучше, чем ничего. Яички сварил в чайнике. А что вы думали? И помидорчик, и яйцо, и хлеб. Людей подобавилось. Я уже спускаюсь, но я вам скажу, что мне очень повезло, потому что я успел подняться, когда там не было так много туч. И я смог насладиться видом, потому что сейчас люди, которые пришли позже, уже ничего там не увидят, потому что абсолютно все затянуло тучами. И это может быть надолго. Ну, то есть нужно будет ждать час, может быть, или несколько, а может и вообще не быть просвета. То есть я считаю, что мне очень повезло, потому что сейчас там все белое, сверху ничего не видно. И спускаться я буду другим абсолютно маршрутом. Я все-таки решил спускаться в тот город, что внизу там есть остановка автобусная. И чтобы не вызывать такси, потому что такси ко мне никогда сюда не приедет. Если они в городе не могли ко мне приехать взять заказ, то хрен кто-то возьмет заказ здесь. Так что мне проще спуститься в город, дождаться автобус. Но в город спускаться больше 4 часов по вот таким вот серпантинам, тропинкам. Но поверьте, это будет быстрее, чем я буду ждать здесь такси. Иногда мне в горах приходилось такси ждать больше, чем 2 часа. 2,5. И это при том, что я постоянно пытался вызвать разные службы. И звонить, и как угодно. То есть это при активных попытках вызвать такси. Либо кто-то берет, вроде бы уже полчаса к тебе едет, а потом отменяет. То есть ты радуешься, что вроде человек к тебе едет, ты видишь, вроде двигается в твою сторону, все, у тебя деньги сняло. Блять. А потом Фернандо отменил ваш заказ, или кто-то там, Педро. Поэтому вот так вот. Все. Абсолютная белая мгла повсюду. Ничего не видно. И сейчас люди поднимаются вверх, и они ничего не видят, к сожалению. Это очень жаль, когда ты поднимаешься, а в итоге ты по пути ничего не видишь. И когда ты доходишь на вершину, ты тоже ничего не видишь. То есть по факту ты вроде бы и покорил ее, и побывал на этом месте, но ничего не прочувствовал из того, что должен был. То есть никаких видов ты не увидел. Поэтому я считаю, мне мега повезло, потому что как только я начал уходить, как только я доел, начали собираться облака там. И все начало затягивать.
Вот минута в минуту. Видел парочку, ну, не знаю, муж или жена, может парень с девушкой, и с ребеночком, таким маленьким грудничком, прям вот здесь поднимаются. Кстати, я довольно часто вижу, когда в довольно сложные походы и на сложные маршруты пары идут с детьми, либо вот так вот в рюкзаке, ну, специальный рамный рюкзак, где у него там кресло, и вот он сзади там тусуется, сидит. А если совсем маленький, что сидеть не может, то вот тут прям он спит. То есть людей не останавливает это путешествовать по сложным маршрутам, даже с совсем маленькими детьми. Влажность. Внизу может быть так, что уже за метр не будет ничего видно. То есть я буду спускаться в поселок, и мне, возможно, вообще ничего видно не будет, куда я иду. Хорошо, что хотя бы видимость там метров 30 сейчас есть. Иногда бывают небольшие просветы. Хоть немножко видно, куда стоит держать путь. Но здесь есть указатели, поэтому это туристический путь. Здесь не страшно потеряться. Дорога сама приведет куда нужно. Все, я начал спуск в деревню. Не знаю, почему карта мне говорит, что спускаться около 4 часов в нее. Возможно, там будут сложности по маршруту. Хотя туда всего лишь 5 километров. То есть, ну ладно, ну 2 часа. Ну почему 4? Казалось бы, вот она рядом. Но тропа, наверное, ведет такими зигзагами и перевалами. Узнаем. Тучи остались все сверху, видите? Я ниже спустился, и здесь уже все видно. Видите, как бывает? По пути есть небольшой водопад, совсем маленький, но шумит. Пока что спуск легкий, ничего сложного. Пока что. У меня почему-то с возрастом, кстати, хуже становится ощущение равновесия. Меня, конечно, это бесит, концентрация хуже становится, теряются мысли, ну, то есть не можешь концентрироваться на каких-то мыслях, цифрах. Тренировать нужно память. А вот то, что вестибулярный аппарат хуже становится, это плохо. Потому что ты все время вот ходишь в горах, здесь нужно хорошо держать равновесие. С рюкзаком это очень сложно. Без рюкзака нормально. А вот с рюкзаком я постоянно теряю равновесие, спотыкаюсь. Не было таких
каких-то неинтересных, нудных участках. Монотонности не было на маршруте. Красота была постоянно. И как же мне везет с погодой, вдумайтесь. Когда я был сверху, облака были внизу. Когда я спустился, облака остались сверху, а внизу светло. Я мега везучий человек. Каждый раз погода по-разному окрашивает эти скалы, и они выглядят каждый раз по-новому. А вот смотрите, я вижу даже автобус, вот этот желтый, это городской транспорт. Ну, как вы поняли, на него я уже не успею. Ага. Вот отсюда видна тропа. Вот ребята будут сейчас спускаться по серпантину. Ну что ж, погнали. Сказочные здесь дорожки. Ну вот тот самый зигзаг, где ребята проходили. Ну как же живописно. Мега красивый маршрут. И относительно несложный. Конечно, если не идти в обратную сторону, не подниматься с деревни туда, куда я шел. Это капец как красиво. Мелочь тарабанит, как обычно, в карманах. Ну, бежать вниз, конечно, это не подниматься. Ну, темп у нас отличный.
Огнал я почти тех ребят, которые шли внизу. Обожаю бегать в горах. Вот это зигзаги здесь. Я так и знал, что маршрут будет очень интересным. Кстати, когда снимаешь, когда руку держишь вот так вот, теряется равновесие. Так что бегать и снимать гораздо опаснее. Как же меня радует, что на этом острове нет змей и опасных животных, ни пауков, ничего. Вообще нет опасности в фауне. Только зайцы самые опасные здесь животные. Потому что я боюсь змей. Вот я добежал к первому указателю. Это развилка. Наверное, мы уже близко к дороге. И вот некоторые люди вот так вот поднимаются на Пико-Гранде. Ну вот, на подъем это действительно сложный маршрут, особенно отсюда. Для меня это было вызовом. Ну не то, чтобы там что-то мега сложное, но просто утомительно. Вверх, 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 вверх. Даже невзирая на то, что очень красивый маршрут. Вот, возможно, карты и показывали с учетом подъема вот те 4 часа. Потому что спустился я почти, около часа потребовалось мне времени, чтобы спуститься. Поэтому никаких 4 часа. Ну и плюс я бежал. Пешком, наверное, часа 2 спускаться. Ну а подниматься все 4 точно. Тут уже, видите, какая-то бетонная дорога, значит, уже близко к цивилизации. Доедаю свой черствый кусок хлеба.
Тут уже все облагорожено. Начинается деревня. Так что мы спустились. Я опять разделся, потому что мега жарко стало. Здесь уже огороды. Пасется скот. И дорога уже близко. Нужно посмотреть расписание, правда. Google очень часто неправильно вообще строит маршруты и расписание автобусов. И показывает не те остановки. Нужно по несколько раз проверять и переспрашивать у местных. Потому что можно вот так проехать автобус, который ходит один раз в день или два, и все. А он мог остановиться буквально за углом или там в 30 метрах. А на неостановках автобусы не останавливаются. И вы стоите, к примеру, там буквально рядом с остановкой, машете ему рукой, а он не остановится, потому что не положено там останавливаться. Поэтому опасно здесь ошибаться. Барашки пасутся. На природе и вот таких вот активных прогулках черствый хлеб заходит на ура. Просто хлеб добавляет энергии. Представляете, некоторые люди постоянно вот так вот живут с таким видом, и им абсолютно пофиг на него, потому что они видят это каждый день, их это не впечатляет. Их наоборот впечатляют какие-то ровные, наверное, поверхности, там поля, снег. А есть же люди, которые родились на острове и прожили всю жизнь на острове, никуда даже не выезжали. Они просто другого мира не знают. Да, вообще шикарно. О, остановка. Вот автобусная остановка как раз. Неожиданно. Прям здесь. Вот видите, мусорные баки. Ну, вот здесь после прогулки можно пообедать. И вот остановочка. Здесь магазин есть. Ну, тут сразу понятное предпринимательство местных жителей. Когда туристы возвращаются обратно, тут кафе и ресторан, чтобы можно было накормить тех, кто спустился. Все правильно. Но нас интересует расписание автобуса. Вот, бас-стоп. А в этом расписании хрен разберешься толком. Тут разница в выходных днях. Там в понедельник ходит по одному, во вторник по другому. Вот это то, о чем я и говорил. Карта мне показывала, что автобус должен туда прийти, но я у местной женщины, которая здесь живет, спросил, специально переспросил, будет ли ехать тут автобус. Она сказала, что сейчас ближайший автобус сюда не будет заезжать. Так что лучше пойди туда дальше. Я сейчас бегу, потому что он должен быть по графику через 6 минут. Поэтому бегу к остановке, которую назвала местная жительница. Вот так вот, видите. Нужно все время перепроверять. Иначе, если бы я там стоял и ждал, все, я бы не уехал. Либо уехал аж поздно вечером, когда
будет автобус, который туда заезжает. Мой навык бега меня выручает, конечно, повсюду. Я так вовремя, кстати, спустился. То есть я прибежал, и уже через 10 минут должен быть автобус. Это мега повезло. Где же остановка? Вот остановка. Только не знаю, с какой стороны автобус будет вообще ехать. Потому что вот здесь тоже остановка. И вот это уже основная дорога. А вот туда, откуда я прибежал, автобус не заезжает сейчас. И вот если не знать таких моментов, то легко свой автобус пропустить. И отсюда выбраться очень сложно. Овечки какие бегают там. В таких местах дождаться автобуса — это реально счастье и радость. Потому что и такси здесь вызвать почти нереально. Нужно только обращаться к местным людям, которые зачастую не разговаривают на английском. Им нужно как-то объяснить, что тебе нужно такси. Но слово такси хорошо, что универсальное. И вот они кому-то знакомому там могут позвонить. Там. Я иногда так обращаюсь к местным жителям, но тогда в таком случае бывает такси тоже ты ждешь по 2 часа, пока кто-то за тобой приедет. Вернулся домой как раз на закат. У меня отличная здесь смотровая на закат.